Всем привет, с вами Джейм, вы на канале PariVision, и сегодня я буду настраивать Counter-Strike. Передо мной обновленная винда, ничего не установлено, Counter-Strike скачан. С чего я начинаю? Это панель видео, мы заходим, то есть тут нет никаких секретных настроек, да? Вот здесь мы берем и сделаем ГП, замещение режима во весь экран. Не спрашивайте меня зачем, просто так делает большинство, и в целом там соотношение сторон и так далее, это все тут учтено. Там где-то даже на каком-то из этих параметров сенса другая в горизонтальных этих осях, поэтому так делаем. Изменение разрешения. Тут все понятно, максимальная 360, без всяких квадратиков, которые там у многих игроков есть. Цифровая интенсивность, короче, тут 50%. Многие играли, ну, там, не знаю, 5 лет назад, там, 100%, что картинка была такая яркая, токсичная. Потом все пришли к тому, что это влияет на зрение, и такая яркая не должна быть. Ведь сидеть за компом десятилетиями с такими яркими изображением будет тяжко. И 3D. Тут в целом на производительность. Там есть всякие тоже вулканы и так далее, но это нам не надо. Все, что я делаю обычно, это режим управление электропитанием. Тут я ставлю на максимальную производительность. То есть это основная вещь, которая влияет реально на FPS, как по мне. С NVIDIA все. Идем дальше. Мышка. Не знаю, может, многие уже вещи, которые я делаю, они ни к чему, потому что там другая игра, но по привычке я ставлю здесь по центру. То есть она по базе, почему-то вот здесь на 6 из 12, вроде, или 6 из 11. Я ставлю на 5. И здесь включить повышенную точность установки указателя. И это такая настройка такая старая, что я уже даже не помню, что ставить, но, скорее всего, она должна быть. Вот тут игровой режим, короче, тут включить. Тоже за что-то отвечает. У кого-то я это видел, может, даже умностью. Да? Мы ему доверяем. Идем дальше, сама игра. Параметры запуска — это первое, что есть здесь. Базовые команды, ничего такого, английский язык, консоль, автоэкзек, Allow Third Party для стрима и для всяких других штук, для OBS. И куда же без этого, это КФГ, чтобы не настраивать каждый раз вручную, там много разных команд. Я захожу через установленный файл обзор, Game, CSGO, КФГ, сюда перекидываем. И в целом любой КФГ, любого проверка берете и не думайте ни о чем, там какие-то клавиши со временем под себя подстроите. После этого мы заходим в саму игру. Первое, к чему мы приступаем, это видео. Full screen. Ну, тут база, ничего в целом не изменилось. Пару команд есть. Это решение, которое вы хотите. Тут disable. Так, тут у нас все это тоже влияет на сенсу и так далее. Я тут ставлю по-разному. Ну, пусть будет сегодня 2х. Dynamic Shadows — это обязательно all. Типа некоторые, если вы это поставите на только солнце, то многих теней не будет там от всяких ламп и так далее. Global Shadow Quality High. Был баг, я играл тоже много времени на Very High, но на Very High не показывают некоторые тени, и это странно, поэтому на High. Модель текстурный Detail off, короче, на low. Это все не важно, это тоже... Тут шейдеры не надо. Мы настраиваем профессиональную игру. Красота на втором месте. Ambient Inclusion. Короче, тут на некоторых картах по типу Нюка, Вертига есть тени. Но если FPS нет, выключаете. Ну, некоторые микротеньки. А так на high должно быть. High Dynamic Range. Но обычно все ставят quality. Ну, то есть тут тоже картинка чуть ухудшается, но я так понимаю, это не сильно влияет. Выключим эту штуку. Так, идем дальше. Звуки в этой игре тоже очень важны. В начале игры люди предлагали крисп и так далее, но это все оказалось чушь, и все в итоге перешли на natural. Тут перспектива yes, play audio no. В целом по игре все. Тут в самом конфиге 1000 раз разбирался. Там они все индивидуальны, никаких секретных команд не появилось за это время. Вот, переходим к последней команде, это монитор. Заходим в меню, сбрасываем сразу все, чтобы настраивать заново. Eco Settings Off. Тут по базе ставим Normal, Color температуры. Vibrance на 14. Тут по-разному можно настраивать. В целом это мои предпочтения, они ни на что не влияют особо. Единственное, что влияет сильно, это диаг.
Была мода на него, но сейчас обратно все пришли на офф. Не знаю почему. Я особо разницы не чувствую, если честно. Sharpness — это резкость, тут я поставлю 10. Амма хай. В целом все, ничего такого. Вот и вся КС настроена, можете играть главную игру, финалы мейджоров и так далее. Секрета нет никакого. Что ж, с вами был Джейм. Подписывайтесь на канал, если хотите, чтобы выходили больше всяких гайдов. Ставьте лайки. С вами был Джейм. Пока.